Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 20 февраля, четверг. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу подтверждает, что Израиль получил список павших заложников, которые должны быть возвращены уже сегодня. Шири Бибас, Ариэль Бибас, Кфир Бибас, а также Одет Лившиц. Их семьи получили уведомление. Далее цитирую. «В это трудное время наши сердца со скорбящими семьями», говорится в заявлении премьер-министра Израиля. «Мы продолжим предоставлять всю информацию по мере необходимости и просим воздержаться от распространения слухов или неофициальной информации. Сегодня будет очень трудный день для нашего государства. Мы возвращаем домой 4 наших любимых людей, которые пали. Мы обнимаем семьи, и сердце целой нации разрывается. Мое сердце разрывается. Также разрываются и сердца всего мира, потому что здесь мы видим, с кем мы имеем дело, с чем мы имеем дело, с монстрами. Мы скорбим, нам больно, но мы также полны решимости сделать так, чтобы подобное никогда не повторилось», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу. Новости на Радио Мария. В это же время родственники Шири Бибас отрицают, что семья согласилась на то, чтобы канцелярия премьер-министра подтвердила, что ее близкие находятся в списке павших заложников Хамас, которые должны быть возвращены уже сегодня. Далее цитирую. «Список, в котором Ариэль и Кфир, а также Шири уже объявлены павшими, опубликованный канцелярией премьер-министра, якобы с одобрения семей, никогда не был нами одобрен», пишет в Facebook Офри Бибас, сестра мужа Шири Ярдена. «В течение 16 месяцев мы ждали уверенности, которую они не смогли нам предоставить. И теперь это решается еще до того, как они приехали, до того, как они прошли идентификацию, до того, как нас официально проинформировали. Вся страна превратилась в сотрудников скорой помощи, которые ломятся в нашу дверь. Позор», добавили родственники семьи Бибас. Армия обороны Израиля берет на себя ответственность за сделанное вчера вечером заявление о том, что Шири Бибас и ее 2 сыновей Ариэль и Кфир были включены в список павших заложников Хамас, которые сегодня в четверг, 20 февраля, должны вернуться в Израиль. Далее цитирую. «Армия обороны Израиля расследовала этот вопрос и поговорила с семьями. Мы сожалеем об ошибке, которая была допущена по отношению к семьям, а также по причине эмоционального стресса», говорится в заявлении военных. Добавлю, что имена 4 павших, которых Хамас должен передать сегодня, были впервые обнародованы террористической группировкой и подтверждены журналистами и высокопоставленными должностными лицами в среду 19 февраля. Семья Бибас еще раз утверждает, что не одобряла публикацию имен. Главные новости Израиля. После того, как семья Бибас раскритиковала канцелярию премьер-министра за то, что та подтвердила журналистам, что их близкие находятся в списке павших заложников Хамас, которых должны вернуть уже сегодня, в канцелярии премьер-министра обвинили армию в серьезной ошибке, цитирую. «Это была серьезная ошибка со стороны офицеров связи ЦАЛЯ, которые общались с семьей Бибас. Это досадный человеческий фактор», заявили в канцелярии Нетаньягу. Военные дали зеленый свет на то, чтобы имена были предоставлены СМИ, хотя теперь очевидно, что семья Бибас не одобрила это. В канцелярии Нетаньягу добавляют, что военные были обязаны подтвердить, что каждая семья одобряет публикацию имен. Семья Одеда Лившица, названного в числе павших заложников, возвращение которых запланировано на сегодня, заявила, что, цитирую, «эти часы стали для нас нелегкими, после того, как нам сообщили, что наш любимый Одед находится в списке павших заложников, которые будут возвращены в Израиль уже сегодня, после того, как их похитили живыми из дома в кибуце Нир-Оз».
502 дня мы надеялись и молились о другом исходе. Но пока мы не получим абсолютной уверенности, наше путешествие не будет закончено. И даже после этого мы продолжим бороться, пока последний заложник не будет возвращен домой, заявила семья Одеда Лившица. Тем временем завершается подготовка к получению от Хамас 4 павших наших граждан. В ЦАЛе готовы к тому, что Хамас возложит на Израиль ответственность за то, что случилось. Ожидается, что вначале заложники будут переданы представителям Красного Креста, после чего Красный Крест перевезет их ожидающим на территории сектора представителям ЦАЛя. Еще на территории сектора Газы ЦАЛь проведет короткую церемонию с участием солдат и военного раввина, который прочтет псалмы о павших. Затем все 4 будут доставлены в Израиль в Институт судебной медицины. Колонну будет сопровождать полиция Израиля. Ожидается, что на процедуру идентификации уйдет до 48 часов. Когда ЦАЛь получит точную информацию и дополнительные детали, будет опубликовано официальное сообщение. В распоряжении Израиля есть образцы ДНК, поэтому у специалистов есть возможность провести достоверную идентификацию. Новости на радио Нария. К главной теме выпуска мы еще вернемся. Тем временем уходящий в отставку начальник Генштаба армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Алеви прервал свою официальную поездку в Соединенные Штаты и вернулся вчера вечером в Израиль. Первоначально Алеви должен был вернуться только сегодня. Армия обороны Израиля заявила, цитирую, «Он ускорил свое возвращение из-за прогресса в соглашении о возвращении заложников и ожидаемого возвращения павших сегодня». В ходе своего визита Герци Алеви провел ряд встреч с высокопоставленными представителями Министерства обороны США. Он также был награжден орденом Легиона Почета. Герци Алеви встретился с представителем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном, и они обсудили текущие стратегические и оперативные вопросы, сообщает ЦАЛе. Командующий армией обороны Израиля также встретился с членами еврейской общины в Вашингтоне, проинформировал их о войне и прочитал лекцию офицерам в Национальном университете обороны, добавляют наши военные. Это была последняя поездка Герци Алеви в США в качестве начальника штаба, поскольку он должен уйти в отставку 5 марта. Новости на радио Нария. Главные новости Израиля. Следственное управление Тель-Авивского округа полиции представило в суд обвинительное заключение против 62-летней репатриантки из стран СНГ, жительницы Бат-Яма, которую подозревают в причастности к мошенническим кражам крупных сумм денег у пожилых русскоязычных граждан Израиля. Обвиняемая была арестована сотрудниками тель-авивской полиции в районе Яркон, когда снимала деньги со счетов пожилого человека. Полиция отмечает, что женщина подозревается в причастности к телефонному мошенничеству, от которого пострадали десятки пожилых людей. Мошенница звонила русскоговорящим пенсионерам и рассказывала, что она представитель интернет-провайдера. В некоторых случаях обманом заставляла установить на свои телефоны или компьютеры программы удаленного доступа, которые позволяли подозреваемой просматривать и изменять данные потерпевших. Этим способом она получала пароли к банковским счетам и снимала с них значительные суммы денег. В общей сложности около 250 000 шекелей. При обыске у подозреваемой были обнаружены многочисленные улики, кредитные карты, банковские выписки пенсионеров, пароли к банковским счетам и крупная сумма денег наличными. Еще раз напоминаем, если вам звонят на русском языке якобы из банка, интернет-провайдера или полиции, в большинстве случаев это мошенники. Если вы не заказывали звонок на русском языке, сразу заканчивайте разговор. Также мошенники научились начинать разговор с пенсионерами на иврите, потом же переходить на русский. Не покупайтесь на эту уловку. Новости на радио Нария. Полиция Израиля обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей. Пропала 53-летняя Алексия Бориславская из Тель-Авива. Алексию Бориславскую последний раз видели во вторник после обеда, и после чего она и пропала. Приметы женщины: рост 168 сантиметров, была одета в красную юбку, бордовый жакет, белые шлепанцы. Всех, кому что-либо известно о пропавшей Алексии Бориславской из Тель-Авива,
Позвоните в полицию Израиля по номеру 100. До последнего в Израиле верили, что семья Биба смогла спастись. Год назад армия обороны Израиля заявила, что Шири, Ариэль и Кфир удерживаются не Хамас, а его союзной группировкой, и они могли оказаться вне зоны досягаемости Хамас где-то в секторе Газа и каким-то образом выжить. Когда 1 февраля Ярдена Бибаса освободили, его семья сообщила, что он цепляется за надежду о спасении жены и сыновей. Ярден спрашивает о них, но у нас нет для него ответов, сказала его сестра 3 февраля. В своем первом публичном заявлении уже 7 февраля Ярден Бибас сказал: «К сожалению, моя семья еще не вернулась ко мне. Они все еще там, мой свет все еще там, и пока они там, все здесь темно». Конец цитаты. Родственники Ярдена говорят, что он понимал, что есть страх за их жизни, что нет никакой определенности, но он держался за надежду. Затем же появилась новость о том, что Хамас назвал имена 3 из 4 павших, которых должны вернуть в Израиль уже сегодня – Шири, Ариэль и Кфир Бибас. Сегодня же история ожидания, надежды спасения закончена. Павших Шири и сыновей возвращают в Израиль. 3 души, 3 жизни, чья судьба потрясла весь мир. Прощайте. Это были главные новости Израиля. Спасибо, что смотрели нас. Для поддержки нашего канала нажмите на кнопку «Подписаться». Также оставьте свой комментарий. Все оперативные новости в нашем телеграм-канале. Ссылка на него будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Благодарность и нашим спонсорам. Завтра, в пятницу, 21 февраля, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи.